Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В этом видеоэссе я расскажу о реальной исторической подоплеке событий фильма Гая Ричи «Переводчик» и о том, почему этот военный фильм можно еще назвать бадди-муви. Обращу ваше внимание на некоторые из важных смысловых сцен и на символику яблок в фильме. Упомяну и о юморе, который, похоже, не все зрители заметили. Но вначале о названии фильма. Оригинальное англоязычное название фильма Гая Ричи «The Covenant», и в нем есть гораздо более глубокий смысл, нежели в формальном обозначении должностных обязанностей афганца Ахмеда в исполнении актера Дара Салима. Но не стоит торопиться упрекать локализаторов, выпустивших дубляж фильма с названием «Переводчик». Дело в том, что именно так «The Interpreter» фильм вначале и планировали назвать. Под таким названием фильм и снимался. Только уже в декабре 2022 года Гай Ричи сообщил, что название будет изменено с «The Interpreter» на «The Covenant». Учитывая сюжет, в таком именно названии фильма есть и смысл, и даже некая словесная игра с привкусом иронии. Covenant – это, с одной стороны, соглашение, договоренность, обязательство. Можно вспомнить такой термин, как конвенция, разновидность международных соглашений. Но в отличие от международных именно договоров, конвенции обычно не являются юридически обязательными. Конвенциями могут оформляться определенные намерения, не предусматривающие конкретных мер и прямой ответственности сторон. С другой стороны, то же самое «The Covenant» в чуть приподнятом, возвышенном стиле означает «завет», именно даже с библейским оттенком значения. На всякий случай замечу, что такое название фильма ничуть не конфликтует с тем, что один из главных героев – мусульманин. Иудаизм, христианство, ислам – это авраамические религии, во всех из которых традиция восходит к патриарху семитских племен Аврааму, с которым, согласно книге «Бытия», то есть первой книге Торы, Бог и заключил завет. Давайте вспомним самое начало, пролог фильма, в котором звучат слова: 50 тысяч афганских переводчиков были наняты с условием, что у них будет право на получение иммиграционной визы и переезд в Америку. А что сообщается в финале? Да и весь фильм о чем? О том, собственно, что США не так уж и тщательно исполняют ими же предложенную конвенцию. И если кто-то поверил обещаниям правительства США, то чья наивность, того и проблемы. То есть со стороны государства США «The Covenant» как конвенция является необязательной к исполнению. А вот на личностном уровне человеческих взаимоотношений то же самое «The Covenant» становится своего рода обязательным нравственным заветом для сержанта Джона Кинли в исполнении актера Джейка Джилленхола. Кстати, о фамилии этого известнейшего актера. По его собственным словам, произносится его фамилия правильно только в Швеции, откуда она происходит, и иногда в магазинах Икеа. Правильно было бы произносить эту фамилию как Джилленхол, но поскольку уже сложилась стойкая привычка и сам актер с этим смирился, то будем и дальше говорить Джилленхол. И возвращаемся к названию фильма. Чуть позже название было и еще немного изменено. Сделано это было для того, чтобы отличить его от одноименного фильма «The Covenant» 2006 года, который в дублированной версии известен как «Сделка с дьяволом». А у фильма Гая Ричи теперь полное оригинальное официальное название «Guy Ritchie's The Covenant». Некоторые зрители говорят о полном отсутствии юмора в новом фильме Гая Ричи. Возможно, они не совсем обратили внимание на некоторые эпизоды. Такие, например, как эпизод на авиабазе «Баграм». К сидящему в машине Джону Кинли подходит служащий. «Эй, Кинли, я нашел переводчика. С военной подготовкой? Уровень разный, но основы знают. Мне нужен кто-то в форме». Кинли под формой, очевидно, имеет в виду соответствие кандидата требованиям подготовки. Но в ряду претендентов на должность переводчика все 5 стоят в военной форме. То есть уже вот в этих первых фразах есть словесная игра. А дальше еще лучше. «Видишь лысого?» И служащий уточняет: «С бородой. Ставлю на него».
Но все ли зрители заметили, что ведь лысый там как раз только один Ахмед, а вот бороду имеют все 5 претендентов на должность переводчика. Поэтому уточнение с бородой – это же явный юмор. Далее служащий предупреждает сержанта Кинли. Непростой, помыкать не выйдет. Некоторые отказались работать с ним. И вот первый диалог сержанта Кинли и Ахмеда. Кинли называет афганца не Ахмедом, а Ахметом. Ахмед поправляет его: «Я Ахмед, сэр». Кинли же в ответ говорит, что, мол, а он сержант, а не сэр. Но после этого Кинли все равно представляет переводчика своим подчиненным именем Ахмед. А Ахмед, в свою очередь, опять добавляет сэр, а не сержант. Сержантом Ахмед назовет Кинли только в разговоре в коридоре, о котором речь впереди. Есть еще один интересный содержательный момент в той же сцене на авиабазе. На вопрос сержанта Кинли о его прежних занятиях Ахмед отвечает, что прежде работал механиком. На самом деле, как мы узнаем позже, он еще и торговал наркотиками. Но сейчас речь о другом. Сержант Кинли после ответа Ахмеда хмыкает и показывает на двигатель своего автомобиля. Это что? На такой общий вопрос следует такой же общий ответ. Это двигатель, сэр. Вопрос Кинли был, вероятно, о марке двигателя. Суть же ответа Ахмеда была в том, что марка, вид двигателя не важны. Важно уметь обращаться с двигателем и в случае необходимости отремонтировать или что-то подтянуть в нем. За таким, кстати, занятием мы чуть позже Ахмеда и увидим. А еще в этом ответе Ахмеда можно усмотреть символизацию одной из важных идей фильма. Как двигатель – это всегда прежде всего двигатель, невзирая на его марку или изготовителя, так и человек – это всегда прежде всего человек, несмотря на его происхождение, национальность, веру. И как в двигателе не его марка важна, а его состояние, так и в человеке важны именно его человеческие качества, а не формальные, приписанные обществом обозначения и статусы. В завершении той сцены Ахмед идет от машины сержанта Кинли к стоящим рядом солдатам, и актер Дар Салим делает небольшое движение правой рукой. На языке тела это сброс напряжения. Этот малозаметный жест – великолепное дополнение и завершение той сцены. И именно из таких мелочей состоит актерское мастерство. «Переводчик» снят в новом для режиссера Гая Ричи жанре военного фильма. Впрочем, еще «The Covenant» соответствует и основным признакам субжанра бадди-муви, который может быть вариантом под видом самых разных основных жанров – боевика, приключенческого, комедийного фильма, вестерна, роуд-муви, то есть дорожного фильма. Бадди-муви – это литературные произведения или кинокартины о мужском товариществе. В таких произведениях всегда не менее 2 главных героев, и они связаны дружескими или хотя бы приятельскими отношениями. Герои бадди-муви, как правило, контрастируют по характеру и внешности, а иногда и по этническим, религиозным, возрастным признакам, по социальному происхождению. В сюжетах бадди-муви дружба обычно подвергается испытаниям, а герои должны достичь взаимоуважения и взаимопонимания, несмотря на свои личностные различия. 2 главных героя Гая Ричи практически идеально соответствуют этим признакам бадди-муви. Они различаются по этническим, религиозным, социальным характеристикам, но при этом достигают таких взаимопонимания и оказываются способны на взаимовыручку. Кстати, исторически субжанр бадди-муви складывался как разновидность фильмов о мужской дружбе. Но фильм Ридли Скотта «Тельма и Луиза» положил, как считают, начало и женскому бадди-муви. Истоки жанра бадди-муви находят в романах Джеймса Феннимора Купера, в которых белый европеец Натаниэль Бампа всегда приятельствует с кем-то из коренных жителей американского континента. В фильме Гая Ричи та же, по сути, схема. У белого американца возникают отношения с коренным жителем страны.
А еще Феннимор Купер считается одним из основоположников вестерна. Уже от него и идет вот это довольно частое сближение бадди-муви с вестерном. В фильме Гая Ричи аромат вестерна тоже явно присутствует. Это и в чем-то похожие песчано-каменистые ландшафты, и дорога, которую приходится преодолевать, и полчища агрессивных туземцев, от которых приходится отбиваться главным героем. А отдельные кадры переводчика вообще выглядят, просто скопированными из вестерна. Например, крупный план руки, тянущийся к кобуре с оружием. История, рассказанная в фильме Гая Ричи, имеет некоторую реальную историческую подоплеку. В 2021 году США были вынуждены уйти из Афганистана. Весь мир тогда смотрел, как именно американцы уходили. Многие помнят кадры с цепляющимися за шасси взлетающих самолетов людьми. Причем я не думаю, что эти люди были так уж глупы. Скорее всего, для многих из них остаться было еще страшнее, чем упасть со взлетающего самолета. Тем не менее, не все было совсем уж брошено на произвол судьбы. 30 июля 2021 года началась официальная операция под названием «Убежище для союзников». В ходе этой операции США по мере возможностей эвакуировали вместе с семьями тех избранных афганских граждан, в том числе военных переводчиков, которым грозила смертельная опасность после ухода американской армии. Воспользоваться этой программой смогли, конечно же, далеко не все сотрудничавшие с американцами афганцы. 2 неделями позже отставной зеленый берет Скотт Манн по собственной якобы инициативе организовал оперативную группу из ветеранов-добровольцев под названием «Панейпл», то есть «Ананас». Изначально группа якобы создавалась Манном для спасения конкретного солдата афганского происхождения, с которым Манн вместе служил. Я говорю якобы, потому что организованная Скоттом Манном группа состояла из 50 членов и сотрудничала со спецназом США и с американским посольством. Потому якобы частная инициатива отдельного отставника была, возможно, лишь красивой легендой, вынужденным по каким-то причинам прикрытием продолжающейся эвакуации. В целом, группой «Ананас» за 2 недели было эвакуировано более 1000 афганцев, оказавшихся в опасности из-за сотрудничества с американцами. Слово «ананас» было паролем, по которому проводившие операцию уже в аэропорту узнавали именно своих афганцев. Это же слово было и названием операции, и самой оперативной группы. Впрочем, циники, не позволяющие себе и доли наивности, предполагают, что таким образом США прежде всего вывозили тех из афганцев, кто был слишком в курсе не всегда гуманных и законных действий американских военных на афганской земле. Вспомните, как в фильме полковник Воукс отвечает Кинли на его вопрос о неких не совсем законных методах. «Неважно, понравятся они мне или нет, меньше знаешь, крепче спишь». И добавляет чуть позже, что, мол, рад избежать этого разговора. Фактически в фильме все это означает, что сержант Кинли получил согласие полковника на некие действия, но он никогда не должен упоминать об этом полученном от полковника согласии. Состоявшийся разговор должен считаться отсутствующим. Именно после получения неофициального разрешения полковника Воукса на неофициальные действия Кинли с командой выслеживают Фараджа, обладающего информацией о местонахождении лаборатории по производству оружия, и так или иначе необходимую информацию от Фараджа получают. Думаю, что в реальной жизни некоего условного Фараджа рассказать все вынуждали совсем не деньги. Впрочем, и в фильме Кинли сразу же говорит Ахмеду: «Скажи ему, что есть 2 варианта – деньги и другой». К этому эпизоду я еще вернусь. Возвращаясь же к реальной истории, повторюсь, что кое-кто считает, что на самом деле такой эвакуацией сотрудничавших с ними афганцев американцы в том числе предотвращали возможные в дальнейшем информационные утечки и провокации. Ведь кто-то из оставленных афганских сотрудников мог бы все равно выжить и дать позже ненужные показания. Условный сотрудничавший с американцами Ахмед явно ведь немало знал и о
применявшихся способах дознания и о многом другом. Ну, а кроме того, среди эвакуированных было немало хорошо подготовленных молодых людей, которых дальше можно было использовать в разного рода других военных заданиях. И вспомните, когда позже, уже в Америке, Джон Кинли обращается к полковнику Воуксу за помощью в получении визы для Ахмеда, то со стороны сержанта Кинли был ведь использован и скрытый шантаж. Слова Кинли «я знаю» в том числе были и напоминанием бывшему командиру о том, что Кинли знает и помнит, что полковник Воукс знал о многом, что они порой неофициально делали в Афганистане, какие средства и методы порой использовали. И полковник Воукс его правильно понял и визу таки сделал. Сценарий фильма Гая Ричи ничего не повторяет буквально, да и имена у героев другие. Но думаю, что можно и нужно вспомнить те события, как все же некую историческую подоплеку. В фильме есть некоторые очень многозначительные выразительные диалоги, требующие едва ли не расшифровки. Например, после эпизода с Фараджем Ахмед сидит один в пустом коридоре. Потом к нему подходит Кинли, садится напротив и, помолчав, говорит: «Больше не ставь мой авторитет под сомнение». Ахмед отвечает: «Я понял вашу цель. Прошу прощения за мои неуклюжие методы». Кинли спрашивает: «Так мы поняли друг друга?» «Да, сержант». «Хорошо сработал», — вставая, завершает разговор Кинли. Но вы обратили внимание на крайне важную деталь. Справа от Ахмеда огромная красная стрелка, чтобы зритель точно все заметил, указывает на тарелку с яблоками. А яблоки уже встречались в фильме ранее. Именно с яблок начинается сцена, в которой полковник Воукс дает сержанту Кинли негласное разрешение на применение нелегитимных действий. Яблоко – это же библейский символ соблазна. Библейская символика яблока хорошо рифмуется или согласуется с библейским же оттенком смысла названия фильма. Так о чем же был тот диалог в коридоре? И почему так грустен, задумчив был тогда Ахмед? Вспомните, в предыдущем эпизоде с Фараджем Ахмед вроде бы доплатил тому за информацию собственными деньгами. Но почему Ахмед с такой легкостью бросает Фараджу крупную сумму своих личных денег? Напомню, что перед тем Фарадж опрометчиво успел сказать, что он узнал Ахмеда и знает его брата и убьет всю его семью. Но брат Ахмеда в финале фильма был жив и жил не прячась. Почему же связанный с талибами Фарадж так и не смог исполнить свою угрозу? Можно, конечно, наивно предположить, что с деньгами Ахмеда Фарадж поехал таки покупать себе обещанный остров и благополучно обо всем забыл. Но лучше понять, что не мог, конечно же, Ахмед рисковать своей семьей, отпуская узнавшего его Фараджа. Потому и деньги свои он так легко бросил Фараджу, ведь это все равно временно, вскоре он их заберет. А в финале сцены звучит неожиданный вопрос сержанта Кинли: «Сколько тут собак?». Зрителю остается догадаться, что после оставшегося за кадром убийства Фараджа в финале той сцены сержант Кинли вопросом о собаках как бы переключает внимание и переводит разговор на другую тему. Этой посторонней фразой сержант Кинли дает понять, что только что случившееся не нужно обсуждать. Это очень психологически тонкий момент. А потом был и тот разговор в коридоре, и яблоки как символ нарушения некого запрета. Не забудьте, что когда сержант Кинли спросил еще одного сослуживца, знающего язык афганцев, о том, что же сказал Ахмеду Фарадж, то узнал, что Ахмед, оказывается, прежде и сам имел дела с талибами и торговал наркотиками. И только некоторые случайные перипетии борьбы за власть внутри того круга привели его к американцам. Так что лучше обходиться без наивности и не идеализировать героев фильма Гая Ричи «Переводчик».
Из минусов упомяну мелочь, которая бросилась мне в глаза. Это девочка в эпизодической роли дочери сержанта Кинли. Ребенок абсолютно не справился со своей несложной, в общем-то, задачей. Впрочем, ответственность за это на взрослых. Из плюсов фильма, кроме всех его сюжетных и психологических тонкостей, отличный саундтрек и чудесные пейзажи. Впрочем, фильм снимался в Испании. Всего доброго и до новых встреч!